Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем 5 вариантов команд на третьего босса схватки в осаде. Я расскажу, какими из этих 5 команд буду я бить. Да, в принципе, вы по урону поймете, чем тут ударить лучше. Разберем замены, которые будут возможны. Так что присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Начнем по возрастанию. Самый меньший урон у нас получился у команды Ледяного Взрыва. Вот такие тайминги на ней использую. Не забываем про то, что у нас баф идет на плюс 30 ускорения. Это как бы важно, поэтому тоже учитываем его в таймингах. У меня вот как-то так получается. Филосия без тайминга. Просто по КД ультует и все. Оно у меня в сопротивлении. Живет за счет вот этого таланта. Также раздает сопротивление. Плюс бафает еще на 30 сопротивления. Ну и соответственно сет на щиты, ребра, мифик на щиты. Все, что связано с щитами. Питомец у меня голем. Зорок шиной будут у нас бафать нам атаку. Поэтому Зорока собираем в атаку. И вот эту шмотку даем, чтобы он соседних союзников бафал. Пилдель дал сопротивление, чтобы она вот эти станы не ловила. В принципе, руны хватает. Вот так вот как-то. Ну и все остальное. Шанс крита, крит урон, там атака. Ну, само собой, в приоритете шанс крита. Потом атака и уже на сдачу крит урон. У меня статы здесь не очень, потому что белкой я особо-то и не играю. Так что шмоток на нее у меня особо нет. Шина в атаку и сет торговца, чтобы она также бафала на атаку еще и дополнительно нашу билдель. Ну и точность, соответственно, не забываем. 200 мне здесь в принципе хватает. Сопротивление тут не нужно, это я забыл убрать, наверное. Да, забыл убрать, поэтому поставьте лучше рунку на точность. Тут, кстати, тоже опять я забыл убрать. Хотя дебафы не ловят, поэтому как бы не критично. Тут у нас главное хорошие допы, поэтому вот как-то так получилось собрать. Такая вот у нас командочка. И в принципе сейчас быстро через автобой покажу урон. Вот 1,2 всего у меня получается набить. Но если шмот подобрать, конечно, будет больше, но это все равно немного по сравнению с остальными командами. Далее у нас идут такие же бедолаги, в принципе, это коррозия, разъедание. Такую расстановку я использую. Тайминги тоже 17 секунд КД. Рук без таймингов. Пусть там разгоняется все спокойно. Старт вот такой, чтобы, получается, огока заканчивалась ульта. И если мы дебафы ловим, то он их как раз счистит. Мы все разультимся. Ну и также рейта все это дело продлит. И если что-то мы там опять словили, то она тоже почистит. Можно, кстати, тайминг чуть-чуть, наверное, даже подсдвинуть. По экипировке огок с посохом просто, чтобы чаще чистил, ну и щиты, чтобы давал чаще, потому что просто таланта тут недостаточно. Вот этот талант тут не обязательно, точнее тут вообще не нужен. Сейчас мы это дело сразу исправим. Вот, а так, все, что связано с щитами, просто просвещенность, это дает нам выживаемость. Ну и ускорение по максимуму, просто чтобы боевым спамил и чистил все, что нам будет прилетать. Цицидис, все в урон. Перчаточку, конечно, лучше другую, но другой у меня нет. По талантам вот так вот все. Рук также таланты, все на статы, шанс крита и крит урон. То есть тут уже как у вас получится собрать, там что попало, можно на мейн стат брать, главное собрать хорошие допы. Ну, в принципе, руком уже играем долго, думаю, уже все понимают, как его правильно собрать. Сакриде точности все в атаку, чтобы она бафала нам нашу Цицидис. Также у рука вот эта броня мне не просто так, она с хорошими допами, плюс вот от этого количества атаки я тоже бафаю дополнительный Цицидис. Ну и рейта в этом сете, шмоточка на дебафчике. Тоже не стал я даже сопротивление давать, тут это и не столь важно. Вот команда живет довольно-таки неплохо, но урона нифига нет. Сейчас через быстрый бой покажу. 1,4. Ну тут разлом криво вешает наша Сакридея любимая. Так вообще реролил 1,8 было, но все равно это очень мало. Поэтому не нравится мне эта команда.
Далее уже идет команда поинтереснее, это у нас призыв. У меня Лильванис 5, поэтому я использую 15-секундный цикл. Если у вас не 5, то делаем где-то, все равно лучше подразогнать где-то на 17, чтобы выходило там чуть ускоро, плюс учитываем баф, который нам дает 30 ускорения. Все, по этому тайминге вот такие. Волк тут всех вообще отлично держит. Ирвилас у нас в заливе и вот эта шмотка, чтобы бафать на урон. Также всем призывникам даем вот этот талантик, чтобы они догоняли Лильванис. Соответственно, вот он в сопротивлении, ребра, все как положено. Синтрелия все в атаку. Артефакт вот этот, если нет, то можно что-нибудь там, сундук какой-нибудь, либо на атаку, что угодно. Либо вообще рога оленя, то есть замен масса просто. Тоже талантик дал, все четко. Бафаем атаку на Лильванис. Собственно, вот и наша Леля. Все в урон, максимум как смог собрал. Бернейт также. Обращайте внимание на ускорение, где-то 60 нужно собирать. Тут я не стал давать сет залива именно ей, чтобы поставить этот сет и, соответственно, добавить этим самым ускорение. Потому что у Ирзиласа у него есть в пробудах ускорение, ему собрать его проще. Бернейт такого счастья нету, поэтому вот как-то так. Ну и плюс вот этот талант. Точность не забываем. Ну и в атаку. Сколько мог, тут выжил по чуть-чуть. Ну и волчара наш крутой. Посох и все, что связано с щитами. Ну и обязательно вот этот талант. Все, команда стоит, все спокойно дамажат, все у них хорошо. Сейчас покажем урон. 2,3. Было больше, кстати. Ну, тут тоже рандом с разломами и так далее. Но все равно больше, чем те команды, которые были предыдущими. Следующая команда, это будет команда Ауры. Я тут решил вообще через 5 героев Ауры играть. Вот такие тайминги использую. Это за счет того, что у нас баф идет на 30 ускорений. И Линкас вместе с Дианта, я им просто в рунах давал кучу ускорения. Все. Таресии неважно, ее зальет Шахла. Так же, как и Шахла заливает себя. И Анелизис также даем ускорение. Все. Поэтому тайминги у нас вот такие. То есть у нас Таресии чуть не будет хватать. Ее, получается, заливает Шахла, которая еще из себя с боевого заливает. И все у нас по ультимейтам хватает. Расстановку такую использую. Шахле даем вот этот талант как раз для того, чтобы она Таресию заливала. Даже не стал ничего протачивать, дал ей просвещенность просто, чтобы она лучше бафала с вот этого сета. И вот эта шмотка. Все. Таресия у меня вот такая. Так как я играю через неустрашимость, у меня нет нормальных шмоток под ауру. Поэтому вот как-то так. Не получается собрать. Можно, конечно, лучше, но у меня вот такой вот. Анелизис, соответственно, я ее сделал сопротивление и дал ребра. Она будет постоянно нам бафать урон за счет этого, потому что босс часто накладывает, ну точнее не босс, а его щупальца накладывают нам дебафа. Вот этот талант тоже ее беру и все, что связано с щитами. Вот такая вот дианточка. Обращаю внимание, чтобы и атаки, и хп было меньше, чем у Таресии. То есть у Таресии должно быть больше всего. Поэтому вот такой вот сетапчик. Ну и Линкас тоже. Ему что попало понапихал, просто чтобы он не перегонял у нас нашу Тарейску. Все, вот как-то вот так. Ну и, собственно, урон сейчас посмотрим. 3,6 получилось набить. Думаю, довольно-таки неплохо для второй Таресии. В принципе, урон достойный. Ну и команда неустрашимости. Сейчас покажу тайминги и сразу скажу потом уже, что там по заменам. Тут я использую их вот такие. В принципе, можно даже, наверное, чуть меньше циклы сделать. Сейчас все это дело как раз и затестим. Сдвинем на 17, потому что должны, в принципе, успевать. Как-то так. Сохраняем. По поводу замен, сейчас сразу давайте к этому и перейдем. Вообще любого, будь то дар, будь то маштур, кого у вас нету, просто меняем, допустим, любого из них на Истайон. Я всех проверил, все нормально, команды живут. Также, если через призыв не бьете, то можете забрать волка. На худой конец можно даже Торина впихнуть, просто чтобы хилил, там этого всего хватит. Ну и если есть, то можно также воткнуть Ирмуша. Если уж вообще все печально, то какую-нибудь там Эстеллу, все, что хилит, в принципе. Подойдет даже с Зефи. Также можно сюда и Гришнара воткнуть. Короче, замен просто, ну, куча. От этих уже саппортов будет зависеть, в принципе, ваш финальный урон. По экипировке. Тут я глубина удара сделал сопротивление, точность. Вот этот сет и ракушку поставил. Таланты использую вот эти. Кучу ускорения даем ему. Ульвида вот как-то так все. В принципе, я с боссов вообще не менял. С прошлых тоже атака. Бафаем нашу Гуинавир. Гуинавир полностью в урон. Вот такой вот сетапчик. Настенка сопротивление атака, потому что она в сете залива, чтобы ей ни в коем случае эти
подбрасывания не прокали. Потому что её суть заливать и не тормозить. Ну и маштур, все на щиты, в принципе. Ничего нового, тоже дал ему, на всякий случай, сопротивления и точности. Ну вот я сдвинул тайминги, давайте посмотрим, что у нас тут получается набить. В принципе, да, как я и думал, все не успевает, потому что с прошлыми таймингами у меня было 5:1. Вот такая вот у нас командочка получилась. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал. До скорых встреч. Всем пока.